Кто облегся в блаженный, благодатный плач, как в брачную одежду, тот познал духовный смех души, то есть радость. Есть ли такой инок, который бы все время свое в монашестве провел столь благочестиво, что ни дня, ни часа, ни мгновения никогда не потерял, но все время свое посвящал Господу, помышляя, что невозможно всей жизни увидеть дважды один и тот же день? Блажен инок, могущий взирать очами души на умные силы, но тот поистине предохранен от падения, который вследствие памятования смерти и грехов своих всегда орошает ланиты своей живыми водами чувственных очей. И трудно мне поверить, чтобы первое устроение могло произойти и быть твердым без последнего. Видел я просителей и бесстыдных нищих, красноречивыми словами вскоре преклоняющих сердца и самих царей на милость. И видел я нищих и скудных в добродетели, которые не красноречивыми, но смиренными, неясными и недоумения исполненными словами из глубины безнадежного сердца бесстыдно и неотступно взывали к Царю Небесному и как бы насильно исторгали милость у того, которого естество не подвержено никакому понуждению. Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем неплачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя. Бог не требует, братья, и не желает, чтобы человек плакал от болезни сердца, но чтобы от любви к нему радовался душевным смехом. Отыми грех, и излишни будут болезненные слезы чувственным очам, ибо когда нет раны, то не нужен и пластырь. У Адама прежде преступления не было слез, как не будет их и по воскресении, когда грех упразднится, ибо тогда отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Видел я в некоторых плач, и видел других, которые плакали о том, что не имели плача. Сии последние, хотя и имеют плач, думают, что оного не имеют, и добрым неведением своим сохраняются от окрадения. О них-то сказано: Господь умудряет слепцы. Часто случается, что и слезы надмевают легкомысленных, потому они и не даются некоторым. Таковые, стараясь снискать и не находя их, окоевают себя, осуждают и мучают себя воздыханиями и сетованием, печалью души, глубоким сокрушением и недоумением. Все сие безопасно заменяет для них слезы, хотя они ко благу своему вменяют это ни во что. Если будем наблюдать, то найдем, что бесы часто горько над нами насмехаются, ибо когда мы насытились, они возбуждают в нас умиление, когда же постимся, ожесточают нас, чтобы мы, прельстившись сложными слезами, предались наслаждению матери страстей. Но им не должен покоряться, а делать противное. Размышляя о свойстве умиления, изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключают в себе радость и веселье, как мед заключается в соте. Чему же из всего научаемся? Тому, что такое умиление есть поистине дар Господень. Нет тогда в душе бессладостной сладости, потому что Бог утешает сокрушенных сердцем сокровенным образом. Для показания силы истинного плача и от сокрушения проистекающей пользы выслушаем следующую душеполезную и трогательную повесть. Жил здесь некто Стефан, который, любя пустынное и безмолвное житие, многие лета провел в монашеских подвигах и просиял различными добродетелями, особенно же украшен был постом и слезами. Он имел прежде келью на скате Святой горы, где жил некогда святой пророк и боговидец Илия. Но потом сей достохвальный муж принял намерение действительнейшего, суровейшего и строжайшего покаяния и удалился в место пребывания отшельников, называемое Сиддин, и там провел несколько лет самой строгой и суровой жизни. Ибо то место лишено было всякого утешения и удалено было от всякого пути человеческого, так как находилось в расстоянии 70 поприщ от селений.
Перед кончиною своей старец возвратился в келью свою на Святой горе, где имел и 2 учеников из Палестины, весьма благоговейных, которые охраняли келью старца в его отсутствие. Прожив там немного дней, старец впал в болезнь и скончался. За день же до кончины своей он пришел в выступление и с открытыми глазами озирался то на правую, то на левую сторону постели своей, и как бы истязуемый кем-нибудь, он вслух всех предстоящих говорил иногда так: «Да, действительно, это правда, но я постился за это столько-то лет». А иногда: «Нет, я не делал этого, вы лжете». Потом опять говорил: «Так, истинно так, но я плакал и служил братьям». Иногда же возражал: «Нет, вы клевещете на меня». На иное же отвечал: «Так, действительно так, и не знаю, что сказать на сие, но у Бога есть милость». Поистине страшное и трепетное зрелище было сие невидимое и немилостивое истязание, и что всего ужасней, его обвиняли в том, что он не делал. Увы, безмолвник и отшельник говорил о некоторых из своих согрешений, не знаю, что и сказать на это, хотя он около 40 лет провел в монашестве и имел дарование слез. Увы мне, где было тогда слово Иезекиилева, чтобы сказать истязателям: «В чем застану, в том и сужу», глаголит Бог. Ничего такого не мог он сказать. А почему? Слава единому ведущему. Некоторые же, как пред Господом, говорили мне, что он Стефан и леопарда кормил из рук своих в пустыне. В продолжении сего истязания душа его разлучилась с телом, и неизвестно осталось, какое было решение и окончание сего суда, и какой приговор последовал. Как вдова, лишившаяся мужа и имеющая единородного сына, в нем одном по Боге имеет утешение, так и для падшей души нет иного утешения при исходе из тела, кроме трудов поста и слез покаяния. Плачущие не воспоют и не воскликнут в песнях, ибо сим истребится плач. Если же ты этими средствами стараешься призывать его, то ты далеко еще от всего делания, ибо плач есть укоренившийся от навыка скорбь души, имеющий в себе огонь божественный. Плач бывает у многих предтечей блаженного бесстрастия, предукрасив, предочистив душу и потребив вещество, то есть страсти. Один искусный делатель сего добра сказывал мне: когда я чувствовал стремление к тщеславию или к гневу, или к насыщению чрева, тогда помышление о плаче внутренно обличало меня и говорило: не предавайся тщеславию, иначе я оставлю тебя. Подобным образом удерживало оно меня и от других страстей, а я говорил ему: никогда не прислушаю тебя, пока не представишь меня Христу. Итак, в бездне плача находится утешение, чистота сердца получает просвещение. Просвещение же есть неизреченное действие, неведомым образом разумеваемое и невидимо зримое. Утешение есть прохлаждение болезнующей души, которая, как младенец, и плачет внутренно, и вместе радостно улыбается. Заступление есть обновление души, погруженной в печаль, которая чудным образом превращает болезненные слезы в сладостные. Слезы об исходе из сей жизни рождают страх, а когда страх породит безбоязненность, то есть упование, тогда воссияет радость. Когда же достигнет конца радость нескончаемая, прозябает свет святой любви. Рукою смирения отвергай приходящую радость, как недостойный ее, чтобы не обольститься ею и не принять волка вместо пастыря. Не стремись к видению, не во время видения. Пусть лучше само оно, привлеченное красотою твоего смирения, придет к тебе, обнимет тебя и соединится с тобою чистейшим браком на веки веков. С самого начала, когда младенец начнет познавать отца своего, он весь бывает исполнен радости и печали. Радости, потому что опять зрит вожделенного,
о печали, потому что столь долгое время лишен был видения любезнейшей ему красоты. Матерь также иногда скрывает себя от младенца, и, видя, с какой скорбью он ищет ее, веселится, и таким образом учит его всегда прилепляться к ней и сильнее воспламеняет любовь его к себе. «Имей уши слышите, да слышит, глаголит Господь». Осужденный преступник, который выслушал смертный приговор, не будет уже заботиться об учреждении зрелищ, и истинно плачущий не обратится ни к наслаждениям чувственным, ни к славе, ни к гневу и вспыльчивости. Плач есть укоренившаяся скорбь кающейся души, которая на всякий день прилагает скорбь к скорби, по подобию рождающей и страждущей жены. Праведен и преподобен Господь, безмолвствующему с рассуждением, Он премудро дарует умиление и благоразумно повинующегося ежедневно веселит. А кто ни того, ни другого пути не проходит законным образом, тому плач не дается. Отгоняй адского пса, который приходит во время глубочайшего плача и представляет тебе Бога неумолимым и немилосердным. Наблюдая за ним, ты увидишь, что он же, прежде грехопадения, называет Бога человеколюбивым, милосердным и снисходительным. От всегдашнего упражнения рождается навык, навык обращается в чувство, а что делается в чувстве, то бывает неудобо отъемлемо. Хотя бы мы и великие подвиги проходили в жизни нашей, но если мы не приобрели болезнующего сердца, то все они притворны и суетны, ибо тем, которые, так сказать, после омовения сквернились, необходимо очистить руки своим неослабным огнем сердечным и елеем милости Божией. Видел я в некоторых крайний предел плача. От скорби болезненного и уязвленного сердца они чувственным образом извергали кровь из уст. Видя это, я вспомнил сказавшего: «Уязвлен бых, яко трава, исше сердце мое». Слезы от страха сами в себе имеют трепет и хранение. Слезы же от любви, прежде совершенной любви, в некоторых людях бывают окрадываемы. Разве только великий оный и преснопамятный огонь вожжет сердце во время действия. И поистине удивительно, как смиреннейшее в свое время бывает тверже. Есть вещи, которые иссушают источники наших слез, и есть другие, которые рождают в них тину и гады. Через первые Лот беззаконно совокупился с дочерьми, а через вторые дьявол пал с неба. Велика злоба наших врагов, так что они матерей-добродетелей делают матерями зол, и средства к достижению смирения превращают в источник гордости. Часто самое местоположение жилищ наших и вид их призывает сердце к умилению. В этом уверяет нас пример Иисуса, Илии и Иоанна, молившихся в уединении. Но я видел, что у некоторых и в городах, и среди молвы возбуждаются слезы. Это бывает по злоумышлению лукавых бесов, чтобы мы подумали, будто никакого вреда не получаем от этой молвы, и чтобы сближались с миром. Часто одно слово истребляет плач, но было бы чудно, если бы одно же слово и возвращало оный. Мы не будем обвинены, о братья, не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но без сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно о грехах своих. Степень 7. Сподобившийся достигнуть ее, и мне да поможет, ибо сам он получил уже помощь, омывшись на сей 7 степени от скверн века сего.